Способны ли 5 сантиметров утеплителя спасти мелкозаглубленный фундамент от морозного пучения? Интересно, да? Привет! В этом видео я покажу, как сделать простую утепленную отмостку для защиты фундамента от морозного пучения. Помимо обустройства отмостки, я решил провести эксперимент. Я подумал, а что если закопать температурный датчик у основания фундамента? В той точке, где крайне желательно, чтобы грунт оставался всегда теплым и сухим. Мне стало дико интересно, какие я получу результаты. Обо всем этом поговорим далее. Прежде чем делать отмостку, я докопался до грунта основания, на котором стоит фундамент моего дома. Именно в этой точке я расположил температурный датчик. Глубина заложения фундамента всего 50 см от поверхности грунта. Сам фундамент собран из ФБС-блоков и не имеет в своей конструкции никакого армирования. Обустройство отмостки начинается с разметки и подготовки основания для утеплителя. Ну вот такая получается подготовочка под отмостку утепленную временную. Сейчас покажу поподробнее. Короче, я взял обычный грунт, который здесь был, его немножко разрыхлил, убрал немножко корней, сделал контруклон от дома, от стен, от фундамента. Теперь далее буду укладывать утеплитель вот таким образом. Будет он заходить под ФБС-ку и вот так будет лежать. Еще здесь подсыплю немного песочку, чтобы микро какие-то, поровнее, чтобы было основание. Все, вот так буду просто его укладывать, а сверху баннером накрою и все, чтобы ультрафиолет его не сжрал. А в будущем буду делать уже другую отмостку, и утеплитель буду укладывать не вот так, вот так. Правильнее делать вот так. Ну все готово под укладку утеплителя. Так, подровнял вокруг дома без фанатизма, правилом прошелся. Положил утеплитель без заморочек, так неказисто. Здесь фундамент, нижний ряд кривой, потом так криво здесь все. Сейчас еще пропеню вот углы, стыки. В общем, закончил я с утеплением фундамента, с этой утепленной отмосткой, обустройством. Вот так это все выглядит. Закрыл все баннерами, чтобы от ультрафиолета пеноплекс не портился. И в будущем его можно было где-то еще использовать. Ну и от дождя также. Напоминаю, что это временное решение. Сделано оно для того, чтобы фундамент предостеречь от морозного пучения. Вот здесь датчик выведен. Зимой посмотрим, насколько промерзает фундамент. Точнее, грунт под утепленной отмосткой. Промерзает ли он вообще? У нас конец ноября, 2 недели стоят морозы, минус 25. Настоящая зима, только осенью, в конце осени. Так, в общем, я приехал померить температуру в доме и температуру у основания фундамента. Сейчас она всего 0,3 градуса, практически 0 градусов. Хотя и отмостка утепленная, но все-таки не минус. А в доме самом минус 10. Здесь все вот так промерзло. Это на полу показывает датчик минус 10. Пирометр показывает минус 13. Ну, есть некая погрешность у приборов. Все вот так покрылось куржаком, металлическое. Стеклопакеты также. Вот эта южная сторона, здесь он периодически тает, стекает на подоконник и замерзает. Это вот подпол. Здесь
Видно, как все покрыто куржаком. Есть вентиляция, я ее оставил. Это вытяжная труба, и там приточная труба внизу, полтинник, чтобы влага все-таки могла куда-то выходить. Вот, минус 6 градусов. Так, температура фундамента минус 11, минус 7. Чем ближе к земле, тем теплее. Верхняя вот ФБС вообще насквозь промерзла. Так, минус 6. Ну, видно, что грунт весь промерз. Я туда спускаться не буду, так как я весь в чистом. Так, камерой попытаюсь показать, что там вообще творится. Так. Из-за бревна не видно приточную трубу. А вот видно, вот она. 50-я труба для притока воздуха. В основном вот иней образовался на окнах, на стеклопакетах, на деревянных частях особо его нету. А вот такие дела. Утепленная отмостка, фундамент заглублен на 40 сантиметров относительно грунта. И вот такие показатели у нас в ноябре. Но я этот эксперимент не завершаю, буду его вести, конечно же, до весны. Еще посмотрим, что будет в феврале, насколько промерзнет грунт и промерзнет ли он. Дом не отапливается, я никаким образом его не подогреваю, хоть есть освещение здесь, электричество, можно было бы включить вот этот тепловентилятор или какой-то другой обогреватель, но я этого не делаю, смысла в этом нет, так как раньше он стоял долгие годы, это где-то 10 лет, также без отопления и без какого-либо подогрева, и как бы есть какие-то изменения в фундаменте, трещины, но не критичные, соответственно, и сейчас даже с утепленной отмосткой, тем более никаких проблем быть в теории не должно. Решил я попробовать землю на зубок, действительно она промерзла здесь, да. Лед. Не берет лопата. И подмерзла так основательно. Сантиметров 10 точно. Дальше вот помягче пошло. Ой, ладно, смысла нету тут долбить уже. Понятно, что промерзло все. Зима, конечно, нынче тоже немножко неадекватная. Еще, конечно, не зима, только конец ноября, но снега нет, а морозы уже стоят 2 недели. Конечно, все промерзает из-за этого. Вот, нету снега. Вот отмостка утепленная под баннерами. Она еще как-то спасает от промерзания, наверное. А так в целом снега практически нет. Грунт открытый. Если бы, как положено, навалило сначала снега, сугробов, грунт был бы типа изолирован хоть как-то, и было бы попроще. Показания температур на 13 января 2023 года. Слева датчик, это температура в помещении, на данный момент минус 8,9 градуса, а это температура у основания фундамента, у основания грунта, на котором стоит фундамент, минус 2,2 колеблется. Получается в помещении минус 9 градусов, а под фундаментом минус 2 градуса. То есть утепленная отмостка, с учетом того, что дом не отапливается, не спасла. Утепленная отмостка сделана в полметра. Все-таки грунт промерз. И зима нынче очень холодная. В целом в помещении также все в инии, все промерзло, все окна во льду. Пирометр замерз у меня. Не могу сейчас посмотреть температуру. Вот такие показания. Если бы дом отапливался, я думаю, результат был совершенно другой. Выходит грунт под домом, равномерно промерзает в зимний период, когда дом не отапливается. Прошелся вокруг дома, с одной стороны, не вокруг, а с одной стороны, пока шел к дому, посмотрел, на фундаменте, видимо, каких-то трещин, деформаций не наблюдается. Поэтому весной видно будет. В принципе, если так разобраться, он сколько лет стоял без утепления, без утепленной отмостки, и ничего страшного не произошло. Вот почему очень важно закладывать фундамент ниже глубины промерзания. На данный момент фундамент мелко заглубленный, требование по заглублению ниже глубины промерзания не выполнено, и тем самым может дом подвергнуться морозному пучению. Тут бардак, конечно, у меня такой. Ну, в общем, все, в принципе. Еще надо будет потом в феврале, весной померить, посмотреть, как грунт оттаивает. Сегодня у нас 2 марта 2023 года, на улице минус 3 градуса. Слева температура в помещении на полу, вот минус 0,6. А это температура грунта, на которой опирается фундамент. Вот датчик уходит, на улицу уходит к фундаменту. Вот такие показатели. Грунт под полом не оттаял, также промерзший, лопата не втыкается. Должен признаться, это мой второй эксперимент с утепленной отмосткой. Первый можно посмотреть на канале. Там я расположил 2 датчика непосредственно под утеплителем. Обязательно посмотрите, я постарался поделиться ценной информацией. Давайте подытожим. Учитывая мнение большинства людей под предыдущим видео, я пришел к выводу, что нет рецепта идеальной отмостки. Она должна быть подходящей именно под ваши условия. На конечный результат влияет очень много факторов. Какая у вас климатическая зона, как много у вас снега, на какой грунт вы собираетесь эту отмостку монтировать. Как говорится, все индивидуально. Мое видео призвано показать, что чудес не бывает.
Должен признаться, я предполагал, что 5 сантиметров утеплителя не изменит ситуацию кардинально. Здесь нужен комплексный подход. Конкретно в моем случае надо было обязательно утеплить цоколь, хотя бы на 100 мм, и сделать отмостку не 50 сантиметров, а хотя бы на 1,20 м. И неплохо было бы поддерживать внутри дома плюсовую температуру. Еще, конечно, можно сделать дренаж. И так можно продолжать очень долго, приплюсовывая разные современные способы борьбы с морозным пучением грунта. Но, несмотря на все промерзания, дом не перекосило и он не развалился. Думаю, это заслуга сухого основания, на котором стоит дом. Ведь ни для кого не секрет, чем больше воды в грунте, тем сильнее его распирает и тем сильнее сила морозного пучения. В этом плане мне просто повезло с грунтом. Мой вам совет: читайте хорошую литературу, прежде чем что-то делать. Не будьте как я, будьте умнее.